Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, что сейчас между вами и между загаданным вами человеком. Рассматривать будем преимущественно эмоциональную составляющую, что же происходит в мыслях, в настроении у вас, у него и между вами в целом. Будет одна позиция, смотрите сразу же, насколько подходит или не подходит расклад под вашу ситуацию. Итак, что между вами сейчас? У многих здесь переломный момент. Кто-то в паузе, кто-то завершил общение, у кого-то меняется формат общения. Была одна структура, и сейчас происходит некая такая перестройка совершенно в другое русло, совершенно в непривычное общение. Это не точка. Это совершенно четкая пауза, в которой будет возобновление общения. Это, знаете, как из старого в новое вы идете, потому что так, как было раньше, продолжаться не могло. Но вот в этой перестройке очень много противоречий, очень много разногласий. Вы хотите так, он хочет иначе. Много посторонних людей. Это могут доброжелательницы и доброжелатели быть, это могут быть соперники, соперницы и родственники тоже. Те, кто так или иначе оказывает влияние на все, что происходит между вами. У большинства здесь большее такое влияние оказывает женская фигура. Это может быть родственница вашего мужчины, это может быть соперница, абсолютно кто угодно, это может быть даже ваша общая знакомая. Но здесь, знаете, какой момент? Есть между вами разногласия, есть трудности, которые преодолевать приходится. Но как только появляется внешний враг, внешний противник, вы и ваш загаданный человек тут же как будто объединяетесь и единой командой, вот прям плечом к плечу, готовы противостоять тем трудностям, с которыми вы сталкиваетесь. Давайте посмотрим, что с его стороны. Что с его стороны, какое настроение, какое состояние. Здесь действительно очень сильное влияние оказывает другая женская фигура. Это может быть его мать, может быть супруга, может быть поклонница его. Вот любая абсолютно женская фигура. У каждого эта фигура своя. И из-за влияния вот этой другой женщины он буквально расценивает все, что с ним происходит, как личную драму. Он буквально разбит, разрушен. Эта женская фигура, она выворачивает все происходящее между вами в таком свете, что он считает, что это конец. Но, тем не менее, ваша поддержка, она для него безумно важна. Потому что как только вы произносите теплые слова, вы выражаете ему свое одобрение, он сразу же чувствует уверенность в себе. Он понимает, что у вас общие цели и интересы. Он понимает то, что вы команда, и вы можете двигаться вперед. На сегодняшний день здесь минимум стабильности и минимум романтики. Все сводится, вы знаете, энергия огня, импульсивность, это борьба, это переживание. Вот сначала он наделает дел, а потом наломает дров сначала, а потом переживает. И ему действительно в таком состоянии очень сложно находиться. Но он готов исправлять те ошибки, которые он натворил. А давайте посмотрим, что с вашей стороны, какое у вас настроение сейчас и ощущение того, что происходит. Вы знаете, а вы тоже не лыком шиты. Вы видите то, что он достаточно холоден, и у вас в окружении есть другой мужчина, которому вы вполне можете отдать предпочтение в тот момент, когда вот тот, на кого вы смотрите, не мычит, не телится, либо же проявляет себя совершенно не так, как вы того ждете. Но нужно сказать, что вы готовы, у вас все равно есть к нему чувства. Если он здесь минимально романтичен сейчас, у вас есть романтика в сердце, и вы готовы ради этой романтики стараться, вы готовы устраивать ему романтические
романтические встречи, говорить теплые слова, подбадривать, вот поддерживать этих бабочек в животе. Вы действительно готовы вот стараться и трудиться, можно сказать, тащить весь этот груз, вытаскивать на себе. Но здесь на себе вы это тащить не будете, потому что вам важно только его приободрить. А дальше вот вы подтолкнете, и он пойдет. Но дело в том, что вы-то можете обратить внимание на другого мужчину, чтобы не терять времени. Давайте посмотрим, к чему вы идете, к чему вы придете совместно. У многих здесь может складываться такая ситуация, когда вы связаны не только личными отношениями, а еще и деловыми. Вы можете работать вместе, либо решать какие-то совместные вопросы. И взаимодействовать вот с тем человеком, на которого вы смотрите, вы будете очень долго, до тех пор, пока все цели вашего общения не будут достигнуты. В ближайшее время будут найдены все компромиссы, решены будут все вопросы. И то, чего вы ждали, вы получите. Обещал он вам поездку, поедете в поездку. Обещал он вам подарок, поедете в подарок. Но дело в том, что здесь назревает очередной тупик. Тупик на почве того, что у вас одни взгляды на ситуацию, у него другие. Вот то самое сопротивление, оно опять встретится вам на пути, опять найдет коса на камень. И для большинства здесь в обозримом будущем разлука. И разлука, скорее всего, на фоне того, что вот кто-то уезжает, а кто-то остается. Дистанция, просто расстояние. Либо же, если работа вас объединяет, то кто-то останется в одном офисе, а кто-то в другом. Но, тем не менее, посмотрите, даже несмотря на отсутствие романтики в ближайшее время, все равно между вами чувства, между вами эмоции, которые сложно сдержать, сложно удержать. И именно вот это состояние паузы, да, вот отдаление друг от друга, именно вот эта дистанция, которая между вами сложится, она даст вам обоим возможность соскучиться и понять, что лучше сделать шаг навстречу для того, чтобы сгладить все острые углы. Это общение по переписке, это поздравления с праздниками, это сообщение приятных новостей, потому что вы друг другу не безразличны, и ни шатка, ни валка, да, вот потихонечку, шаг вперед, два назад, ваше общение, ваши отношения, они будут все-таки продолжаться из раза в раз, и здесь и примирение грядет, и долгосрочность грядет, и счастье совместное грядет. Лето, карта солнышка, это летний период. Именно лето обещает вам самые положительные и романтичные моменты в ваших взаимоотношениях. Вот такой получился у нас расклад. Благодарю всех за просмотр. Оставляйте вашу обратную связь. До встречи с вами в новых видео.